Приветствую всех. Итак, друзья, наконец-то в этом видео не будет сборки компьютера, потому что собирать их стало очень даже не интересно. Зато интересно посмотреть на готовую сборку, и в этом видео речь пойдет об одном странном компьютере от MSI. Да, по железу, возможно, здесь не самое современное внутри, там i9 10900K и Видяха 3070, но вот внешне действительно весьма необычно. Короче, данную машину мне придется отдать обратно. Взял я ее чисто ради интереса, все же не каждый день я встречаю такие сборочки, точнее, это даже не сборочка, а что-то сложное для понимания. Я пока что не понял, что это, но то, что это необычно, это действительно не квадратная черная коробка, которую мы собираем каждый день. Название этой модели MSI Mac Aegis Ti5 не самое, конечно, простое название, но тем не менее это не важно. Куда интереснее это вот как исполнен сам компьютер. Изначально я честно думал, что этот ПК будет в мини-формате, но нет, это все-таки микроформат, и строение компьютера тоже определенно нестандартное. Я ради интереса решил разобрать некоторые части, то есть посмотреть, что там находится внутри. И тут как бы я поснимал все эти футуристические дизайны, и как видим, внутри по сути все тот же компьютер, но почему-то перевернутый в обратную сторону. Все комплектующие тут я не стал прям вытаскивать, но снял таки видеокарту, оперативную память, SSD. И по сути здесь у меня вызывает интерес только сама видеокарта и жидкостное охлаждение, которое стоит на процессоре. И также хотелось бы отметить, что внутрь поставили два SSD накопителя, сделав из них RAID массив. Каждый из таких накопителей имеет объем на 1 терабайт, то есть суммарно 2 терабайта, плюс к этому снизу еще поставили незаметно обычный винт тоже на 2 терабайта. Таким образом у нас очень немало места для данных, и оперативной памяти у нас тоже тут как бы немало. В этой сборке стоят 32 оперативы, 2 по 16, и она идет на частоте 2933. Но я ради интереса через BIOS поднял ее вручную до 4000, поднял также вольтаж до 1.35, и очень странно, что эта память от Samsung без проблем таки, но взяла частоты 4000. Удивительно, что, казалось бы, такая себе простая, не стильная память без подсветочки сумела сделать то, что с трудом дается иным, больше таким, знаете, вот красивым, ярким оперативом. Ну, короче, такое дело. Ладно, далее по материнской плате тут, понятное дело, под процессор 10700K поставили мать на Z490 чипсете, и я так и не сумел выяснить, что это конкретно за модель, но у нее есть поддержка Wi-Fi 6, куча всяких портов, нет почему-то радиаторов на силовых элементах, но есть зато вертушка на тыльной части в области сокета. И понятное дело, что это было сделано, чтобы как бы остудить сокет 12.2.0. И да, я тоже, конечно же, поднял проц до 5000 по всем ядрам, и вроде бы я не заметил никаких проблем с температурой. Проц был вполне такой себе, очень даже еле теплым. Возможно, такие температуры получились из-за водянки MSI, которые поставили на этот камень, однако более всего меня интересовала именно видеокарта. Она вот как раз имела довольно замкнутое пространство, и в закрытом корпусе, думаю, она будет подниматься, примерно до 80 градусов. Теперь уже наконец-то давайте все-таки запустим что-то для проверки. В общем-то, для тестов, друзья, я выбрал следующий список игр на компьютере. Наверное, вы заметили в этом списке OneInch, и это весьма интересная вещь. Здесь я храню, перевожу и приобретаю свои активы, и, как ни странно, делаю я это в криптовалюте, поскольку это намного быстрее, удобнее и с низкими комиссиями. Еще недавно, если помните, произошел блок средств в РФ, и я не смог оплатить свои подписки и множество аккаунтов с играми и так далее, ибо не принимали мою карту в РФ, и в общем-то это печально. Сейчас же ситуация изменилась, и за это мое спасибо и почтение OneInch. Теперь оплата и обмен валют в крипте стали доступны мне, и это крайне важно. Я использую OneInch DeFi Wallet, и это универсальное приложение для того, чтобы начать пользоваться криптой, и не только начать, но и использовать на постоянной основе. Во-первых, здесь вы храните свои деньги безопасно, ведь никакие директора, владельцы компаний или банки не могут забрать ваши активы, только вы контролируете свои денежки. Во-вторых, купить крипту с карты и провести самый выгодный обмен, потому что OneInch агрегирует лучшие курсы, можно теперь за несколько секунд все это сделать. 2 минуты и крипта уже у вас. В-третьих, комиссии почти равны нулю, и в то время как в других приложениях, например PayPal, чтобы перевести деньги, вам придется заплатить немаленькую сумму. Одним словом, если вы не готовы перестать катать дотку из-за очередных траблов с картами в РФ, то качайте OneInch. Тот же совет касается того, если вы не хотите перестать кушать, то уже пора найти свой удобный способ пользоваться криптой. И сейчас это более чем актуально. Живой пример: у меня жена сидит в GTA RP уже сколько, не знаю, месяцев, и просто задонатить на кейсы стало проще через приложение Inch. Так вышло, что в 2022
криптовалюта стала для некоторых основным источником дохода, и распоряжаться ею нужно уметь. В общем, советую, если нужно больше узнать про OneInch, то не стесняйтесь, переходите по ссылкам в описании, пользуйтесь на здоровье. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. И теперь же наконец-то все-таки давайте запустим что-то для проверки. Итак, с учетом, что наш компьютер имеет футуристический внешний вид, то сперва будет вот в самый раз запустить, конечно же, Cyberpunk. И тут я уже рассказал выше, я выставил только самые запредельные настройки с трассировкой лучей, и режим DLSS у меня будет не на самом замыленном, а я поставил авторежим. И вот в таком случае в среднем минимально, что я видел, это 45 кадров, а максимально это 65 в закрытом помещении. То есть да, это не стабильнейшие 60 FPS, но блин, это, напомню, Cyberpunk на запредельных с трассировкой на широком форматном мониторе выдает здесь 45-50 FPS. Даже в этом случае, я думаю, результат все равно нормальный. Если честно, я думал, будет не больше 38 FPS шелеста. Да, конечно, если вам так сильно нужно стабильные 50-60 кадров, то можно выставить DLSS в режиме производительности, но при этом картинка становится мыльноватой. И это явно портит общее впечатление от этих 60 FPS. Ну ладно, окей, давайте едем далее. Теперь у нас на очереди я решил запустить что-то прям очень новое, а то, если честно, уже надоели все эти киберпанки, Call of Duty, и я взял новую часть Ghost Recon Blackpoint. Тут все по традиции я выставил на самый запредельный, все это идет в широком формате, Ultra Wide QHD. В среднем у нас на простых локациях чуть больше 50 FPS, а в сложных открытых локациях с кучей деталей фрейм может опускаться до 50, но опять-таки может подниматься до 60. В общем, можно спокойно пройти эту игру, и да, она кажется, возможно, вам не сильно требовательной, но поверьте мне, если вы запустите ее на каком-нибудь там 6-ядерном Ryzen и с картой типа 1660 Super, то даже в 2К у вас будет не больше 30 FPS. Это очень требовательная игра, и тут очень большой открытый мир. И следом я решил закинуть еще одну новинку, и тоже от компании Ubisoft. Ее мало кто, конечно, тестировал из блогеров. Эта игра называется Immortal Phoenix. И если вкратце, то это некий ответ Ubisoft в сторону Зельды от Nintendo, и получается очень даже достойный ответ. И это не только с визуальной части, но и по требованию к железу. Даже на этом столь мощном компьютере, хоть и мультяшный графон, но нет, здесь не будет 120 FPS. В среднем мы видим, примерно 70-80 FPS на ультра, и, наверное, больше я даже не знаю, что еще можно протестировать на этой машине. Да, я проверял и Call of Duty, и Watch Dogs, и все это с трассировкой на ультра, и везде там все в порядке. То есть в колде 80-100 FPS, а Watch Dogs от 50 до 60. То есть в целом эта машина от MSI, если она будет стоить, скажем, 90-100 тысяч, то ее можно рассматривать без проблем как замену типичной сборки по частям. Самое ценное, что есть в этом компьютере, это видеокарта. Она стоит почти 40 тысяч сегодня, и такой ПК потянет большинство современных игр и потянет даже на ультрашироком формате. Жаль, конечно, что придется отдать эту машину обратно, все же ради контента снимал. Я же на этом прощаюсь с вами буквально на несколько дней, и на этом у меня все, товарищи. Удачи и всего хорошего. Пока.